Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы, и сегодня будем за крокодила-охотника Донну убивать наших противников, да, будем охотиться на других крокодилов, устраивать им, так сказать, развал кабин, ну и вообще разваливать другие склады, потому что Донна это офигенный персонаж. Сборка, опять же, стандартная, хотя мне кажется, я на Донна поставил Зубы Вампира. Надеюсь, я не забуду вам это уточнить, ну, если что, увидим. Но мне кажется, надо было около длины ставить. Хотя Дона достаточно много хпш, но нужно посмотреть, сколько у нее хпшки и решить. А если будет около 11-12, то, наверное, можно без Зубов Вампира пока обойтись, потому что, ну, Брюс обходится более-менее, а у него 12 хп. Поэтому, такие вот дела. Ох, какой дальний дробовик у меня. О, да. Чтобы вы понимали, моя сейчас команда пошла драться с другим складом, хотя у нас нету аптечек. Как вам, нормально у них... Это самое, да? Ну вот вы понимаете. Просто челики пошли драться против другого склада. У них 0 аптечек. Я попытаюсь сейчас хотя бы что-нибудь залутать. Ну потому что без аптечек драться это забить. Ну вот, в принципе, они умерли. Я, конечно, пытаюсь что-то сделать с этим. Но вы видите, что ничего не получается. Вот и все. Закончилось наше победное шествие. Больные! 2 хамелеона в команде. Вот что я могу сказать. Это все, что я могу сказать, ребятки, по поводу этого боя. К сожалению, по-другому никак, нечего больше сказать. Зря я полез их спасать, надо было бросать этих неадекватов, больных, по-другому их не назвать. И играть с двумя никсами, которые остались. А они-то, может быть, вот этот 2 склада между собой бы дальше дрались. А мы бы, возможно, красиво залетели. Потом бы, я бы там, может быть, успел бы всех шотнуть, и было бы все красиво. То есть этот вариант был лучше, чем то, что я сделал. Но я посчитал, что там один сквад, я не видел второй еще в этот момент. То есть я думал, сейчас ворвусь, никсы меня поддержат, и мы резнем и раскидаем спокойно там под гранатки, потому что все были вместе, противники имею в виду. Ну и вы видели, что получилось. Я, в принципе, все сделал красиво, почти всех шотнул. Ну, половину как минимум шотнул. Моя команда остальная была, что? Правильно, никсы неадекваты. 2 хамелеона как дальше лежали, так и дальше лежали. Пришел второй склад и душил меня уже. Ладно, отправляем в следующий бой. Да, игра Зубы Вампира. Ну, я, правда, хпшку не посмотрел на Доне. Блин. Ну ладно. Но Зубы Вампира все равно на Дону, мне кажется, лучше. Потому что вот в таких замесах, когда ты залетаешь, и когда тебя начинают разваливать жестко, то возьми ты лук. Он просто по нему 10 секунд ходит и возьми. Ничего страшного не будет, если ты его возьмешь. Так, здесь у нас боты, здесь... Так. Здесь Никс пытается убить. Но мне нужно вот это вот. Мне нужно вот это вот и аптечка. Тут с бота залутали аптечку, да? Так, дробовик там я... Вот понимаете, они здесь залутали, другие там залутали, а я нигде не залутал дробовик. Знаете, как сейчас обидно просто? Люто обидно. Так идите сюда, я задолбался за вами бегать. А ну, до свидания, бачок. Дерзкий бачок, конечно, быкует. Генри здесь тоже быкует. И улетел. А, с ботинка люб, смотрите. Как неожиданно он проиграл. Зато стоял здесь. Вот понимаете, это Генри стоял и ничего не делал. Он просто стоял вот здесь в кусту, пока его команда вот здесь умирала. Какой хороший союзник, да? Зато с ботинком, а? Замечаете этот? Закономерность. Ну да ладно, то такое дело. Просто ботинок лучше использовать на более высоком рейтинге с более адекватными командами. Ботинок сейчас до 1200 вообще бесполезная штука. Ну, для некоторых персонажей, у которых нет подвижности, окей, да. Но у Генри подвижности нет. Вот ему не хватило бы подвижности долететь до меня и укусить и шотнуть. Я думаю, хватило бы. А вопрос, почему он этого не сделал? Вопрос, да. Очень интересный вопрос. А мне кажется, это бот. Просто я видел, как боты действуют, они так же. О, инструменты, понимаю. В принципе, ничего нового. Никс. Вы видите мою команду, да? Очень странные. Очень странные ребята. Так, ну ладно. Генри, конечно, походу, реально... Генри, скорее всего, да, реально вылетел. Генри, скорее всего, вылетел, да, вот. В чем прикол. И за него сейчас играет бот. А бот держит позицию. Вот. Мне сейчас нужно как-то замутить ребят, чтобы они играли вместе командно с этим Генри. Потому что бот сможет дамажить. И он внесет реально очень много в победу нашей команды. Но, к сожалению, акул
Ну, Оккульт плюс-минус там, да, он где-то там рядом стоит. Никс у нас не хочет играть командным. Нам сейчас главное не отдать Генри. Пока за него бот играет, и вообще не отдать его. Потому что это обидно, там 13 уровень или 12, я не помню точно. И поэтому нужно, чтобы этот уровень, ну, реализовался. Так, ну я не могу в Бака залететь, он слишком маневренный. Так, ну я сейчас в инвиз ушел, все. Сейчас просто нужно словить. Да ладно вам, ну что вы такие душные, а? Ну вы видели, а ну... Ну почему у меня кнопки не работают? Ну посмотрите просто, какая дичь. Просто какая дичь, у меня слов нету. Как же бесит это все. Ой, ладно, спокойно, спокойно. Не душиться. Бачок, я сейчас тебя так убью, ты меня задолбал уже. Вот серьезно, задолбал уже. Иди сюда. Ой, как же он бесит. Как же этот любитель ботинка бесит. Ну что любитель ботинка? Затащил? Нет. А почему? У него еще сандали святого были, вот понимаете? Бах, без укола адреналина. Ну ладно, еще укол адреналина то такое дело, да? Без зубов вампира, без стороны гранат, без... Чего там? Без дефибриллятора. Зато сандали святого ботинок. Ну а что твоя команда умерла, и ты ее не смог затащить? Неужели сандали святого ботинок не смогли бы помочь? Не может быть, не может быть. Ладно, давайте отправим в следующий бой. Давайте только перед этим КП Дона глянем. А то все-таки, может, укол адреналина стоит взять, потому что, ну, я видел, как оно быстро заканчивается. 11. Не, ну 11 давайте пока брать не будем. Я думаю, 11-12 у Брюса, 14 Дона как бы тоже, да? Поэтому я думаю, не стоит этого делать. Очень не стоит этого делать. Ну и отправим следующий боец. Кстати, можете... А, хотя нет, не получится. Можете... Ну да, не получится. То я так о своем подумал. Ладненько. У нас, в принципе, заспавнилось справа. У нас хорошее место. Тут противников немного. Мы сейчас залутаемся хорошенько. Плюс команда более-менее по уровню адекватная. Это тоже приятно. Так, добиваем. Этих добиваем. Все, добиваем. Все, лутаем. 2 птички у нас есть. Осталось залутать дробовичок и лут получше. И, в принципе, можно уже идти нагибать ребяточек. Опять у нас Брюс с ботинком. Прекрасно. Ну, опять же, я не осуждаю ботинок прямо вот конкретно, да, но... Почему-то всегда те, кто берут ботинок, играют вот так вот. Я не знаю почему. Для меня это загадка. Опять же, Брюс не видит, где наша команда. То есть, ну вот, что с ними не так? Я не понимаю. Опять не понимаю. Очень странные игроки. Ну вот что это за... Один там, один тут, и двое там. Ой, погнали. Кстати, не успел мне сработать... Инстинкт вроде, да? Дает Доне ускорение. Да, инстинкт дает. То есть не успел мне сработать инстинкт из-за того, что... Слишком маленькое время, наверное, провел в штуке в этой. Я имею в виду в инвизе, да? Хотя там был момент, что я попал в инвиз, потом сразу же вышел, и мне не сработало кино. То есть там должно пройти какое-то время еще. Про которое, опять же, разработчики ничего не говорили. Как неожиданно, да? Опять бачок с сандалями святого. Как неожиданно. Какой неожиданный баг с сандалями святого. И чё, бачок, все? Умер, да? Как неожиданно. Как неожиданно умер баг с сандалями святого. Ай, ну почему у них команда, а у меня вот это вот, Брюс с ботинком. Ну блин, у них лев залетел красиво, никсы 2 штуки. А у меня что? А у меня вот оно бегает, бегает по карте и все. Ой. Это еще многие ж не понимают, что урон-то делится. То есть многие атаки, такие как... Там копье, лук одиночный, они же делятся. То есть ты можешь подставить себя, чтобы твоего союзника не продамажило. И тогда будет эффективнее получается. Но, опять же, команды в рандоме это отдельный разговор. У одних там 13 уровни, которые врываются, у 12, да, 11. У меня 10, 11, 12, которые ничего не делают, которые бегают с ботинком. Брюс вообще убежал просто к ним туда. Хотя они все были у нас, он там умер как-то. Вот просто, что с головой? Непонятно. Ну, такие вот игроки бывают. Опять же, вот, опять команда моя. 8-е, 10-е, 3 восьмых, 1 десятый. Что это такое? Почему? Ладно, 1 девятый. 2 восьмых, 1 девятый, 1 десятый. А где эти 12, 13 львы, которые вырываются с первого... Я не знаю, там было... Вот, что понимали? Тот лев, который был со мной... Ну да, не залутают. Тот лев, который был со мной, он даже был без активного навыка. То есть он ворвался, начал нас дамажить и был без активного навыка. А что мы сделала моя команда? Они даже не продамажили льва. Это же так сложно. А я уже перед этим потратил почти все аптечки на бака одного.
Ну, в общем. О, 15-й кролик, как бы. Баланс, ребят. А у меня вот это вот. Да, нормально. Я как бы 400 дону, но... Могу ли я вытащить соло вот этих вот ребят? Я не знаю. Наверное, нет. Была бы у меня легендарная граната, возможно, я бы смог вытащить, потому что... В каком-нибудь замесе, если бы противники были в кучке, я бы их шотнул. Если бы еще вышел с воды. Но так как я без легендарной гранаты, и скорее всего противники не будут в куче, а следовательно я их не шотну, когда выйду с воды, ну, по крайней мере, не всех, то и легендарная граната мне в этом деле уже не поможет. Такие дела. Ну, у меня есть золотая, поэтому, в принципе, тоже неплохо. Поэтому пока что можно отправиться дальше. Кролика Скипи пытаюсь тут продамажить. Жестко пытаюсь продамажить. Пока что получается достаточно хорошо. Мне сейчас просто нужно выйти с воды и шотнуть всех. Отлично, я это как раз делаю. Еще раз выходим с воды, еще раз шотаем. Вот очень жесткий бонус все-таки у Доны от первобытного инстинкта, просто нереальный. Кролик Скипи, конечно, быкует здесь, очень жестко быкует. Но у него ничего не получится, потому что меня здесь просто больше. Потому что я Дона. И мои союзники хоть как-то, ну, что-то адекватно делают. Ну я ж... Ну вот скиллы зависли, ну почему это со мной происходит? Объясните мне, а? Кто-нибудь объяснит, пожалуйста. Домой! Домой, я сказал. Ну почему моя команда такая бесполезная и беспомощная? Почему? Чему я удивляюсь? Да, чему я удивляюсь? Это ж моя команда. Они всегда такими были, всегда такими останутся. Вот опять же, баланс, ребят. То есть у них 15 кролик Скипи, у нас 14 я. У них 12-11 уровни, у меня 8. Баланс? Баланс. Опять же, может баланс считает, что я должен все соло тащить, как всегда. Типа, ну а что, я же за 10 нормально играю, да? Да, было же такое дело, было. Значит могу, значит должен тащить соло. 10 противников, а пока мой склад смотрит на меня. Ой, ну был переломный момент, их даже было несколько, но... Опять же, эти союзники прекрасные, которые не хотят ничего делать, не могут кинуть одну несчастную гранатку в толпу. Вот понимаете, просто стоять на одном месте и кидать гранату. Они этого не смогли. А если бы они это смогли, я бы всех шотнул. Я, точнее, там шотал их, шотал, но этого не хватало, потому что моя команда просто... Вы видели. Ладно, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такая вот сегодня Дона. Нагиб лютый, первобытный инстинкт имба. Она сама имба. Но команда, как говорится, как всегда. На этом все. Не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.